Совершенно новый BMW X5. Сегодня я покажу вам различные цвета, варианты отделки, особенности экстерьера и интерьера, а также всю линейку силовых агрегатов, которую мы здесь собрали. Вас ждет подробнейший разбор салона, и мы впервые протестируем новинку на ходу. Сегодня у нас на обзоре версия с двигателем внутреннего сгорания, так и полностью электрический вариант. И должен сразу сказать пару слов об электромобиле AX5. Мы прокатимся на нем и проведем первый тест на расход энергии и реальный запас хода. Знаете, даже меня, а такое случается крайне редко, очень удивили результаты, которых нам удалось достичь. Это будет действительно важный момент, но обо всем по порядку скоро вы все узнаете. И чуть позже мы заглянем внутрь. Вас ждет очень интересный интерьер, разные варианты отделки и цветовые решения. Также здесь установлены вот эти спортивные сиденья M-Sport в комбинации из Алькантары и Веганса. Все детали совсем скоро. С вами Томас, Авточувство в 4К на полный экран и без купюр. Поехали разбираться с линейкой моторов и внешним видом. И если мы начнем с правой стороны, то перед нами плагин-гибридная модель. Причем в исполнении M-Performance. Вообще подключаемый гибрид доступен как в стандартной модификации, так и версии M-Performance с еще большей мощностью. Последний вариант, к слову, не будет представлен на рынке Северной Америки. Почему? Там роль модификации M-Performance будет преимущественно выполнять чистокровный ДВС с мотором V8, который появится чуть позже. Интересное различие заключается в том, что когда перед вами версия с ДВС, бензиновым, дизельным или как здесь бензиновым плагин-гибридом, то в передней части открыта верхняя секция решетки. Нижний воздухозаборник в бампере присутствует всегда. Но именно по открытой верхней части сразу понятно, что перед нами модель с двигателем внутреннего сгорания. Кроме того, у этой версии M-Performance есть светодиодная полоса, которая идет горизонтально. Это подсветка Iconic Glow, и в зависимости от того, что вы выберете, пакет M-Sport Pro или полноценную модель M-Performance, элементы решетки могут быть затемнены. Все сугубо индивидуально. Сам автомобиль окрашен в роскошный цвет синий танзанит. И, как вы уже заметили, с пакетом M-Sport вы получаете огромное количество элементов в цвете глянцевый черный. А этот экземпляр перед нами, как вы думаете, кто? Да, это полностью электрическая модель. Потому что здесь ноздри радиаторной решетки полностью закрыты. Это единственная деталь, по которой они визуально отличаются. И, как видите, у нее нет такой же цветовой подписи, как в версии M-Performance. Так что иерархия здесь привычная. Базовая модель, M-Sport, M-Sport Pro и затем флагманские исполнения M-Performance, которые, ко всему прочему, предлагают куда больше мощности под капотом. Совсем скоро мы раскроем все факты и цифры о полностью электрической версии. У нас запланирован отдельный детальный разбор салона, и именно на этой машине мы прокатимся чуть позже. Но главный и самый интересный факт – автомобиль оснащен массивной батареей емкостью 141 кВт-ч. Полезная емкость для Европы, а для рынка США заявлено 144 кВт-ч. Запас хода по официальному американскому циклу EPA прогнозируется на уровне 435 миль, что эквивалентно примерно 700 км. В реальных условиях это как раз соответствует запасу хода по автомагистрали при постоянной скорости около 100 км в час, 60 миль в час. Что ж, звучит очень многообещающе. Скоро мы поделимся с вами первыми точными результатами замеров. А следом у нас белый автомобиль со специальным окрасом. Это версия на водородных топливных элементах. Будем реалистами. Бестселлером она вряд ли станет. Скорее, это такой пилотный спецпроект компании. Честно говоря, я не уверен, насколько это сейчас целесообразно. Некоторые возлагают на водород большие надежды. Но проблема в том, что у нас до сих пор хватает сложностей с инфраструктурой даже для обычных электромобилей. Хотя они-то как раз активно догоняют рынок. И имеет ли в таких условиях смысл развивать еще и водородную сеть? Вопрос крайне дискуссионный. Тем не менее, такая модификация тоже будет доступна. А теперь перейдем к линейке чистокровных ДВС. Вот этот экземпляр – чисто бензиновая версия мощностью 400 лошадиных сил. Разгон до сотни занимает 5,3 секунды, а под капотом установлен знаменитый 3-литровый рядный 6-цилиндровый мотор. И здесь мы снова видим открытую верхнюю секцию решетки радиатора. При этом данный автомобиль представлен без пакета M-Sport, а это значит, что в нижней части бампера у нас обычный черный матовый пластик, который в пакете M-Sport был бы глянцево-черным. Пакет M-Sport Pro здесь также отсутствует, поэтому ноздри получили классическую светлую хромированную отделку. Кстати, сам кузов окрашен в цвет красный Индианаполис, а рядом стоит дизель. Тоже рядная шестерка. На его примере снова отлично видна разница в комплектациях. Неокрашенный черный пластик по низу переднего бампера и на колесных арках. В то время как на модификации с пакетом M-Sport все эти элементы снова были бы глянцево-черными. И обратите внимание, у этого дизельного кроссовера решетка радиатора затемнена, что прямо указывает на наличие пакета M-Sport Pro. Итак, мы увидели некоторые внешние различия, но главная идея создателей заключается в том, что независимо от выбранного силового агрегата, все машины будут выглядеть плюс-минус одинаково. Давайте взглянем на профиль и заднюю часть кузова. Перед нами базовое исполнение. На мой взгляд, выглядит неплохо, это ведь кроссовер как-никак. В этой комплектации колесные арки и пороги выполнены из обычного черного пластика, тогда как в пакете M-Sport они окрашены в цвет кузова, что, конечно, смотрится более премиально. С другой стороны, многие как раз предпочитают более брутальный внедорожный вид для кроссоверов. То же самое касается и задней части. С пакетом M-Sport или M-Sport Pro вся нижняя секция бампера была бы глянцево-черной.
А вот в этом базовом исполнении перед нами чисто бензиновый X540. Здесь используется обычный текстурный пластик. Расскажите в комментариях, какой вариант внешнего вида вам нравится больше. Также сзади отлично видна новая, очень стильная световая подпись фонарей. Она едина для всех модификаций. Что касается колес, то здесь доступны диски размерностью от 21 до 23 дюймов, но о них мы поговорим чуть позже. Кстати, прямо здесь они также впервые показали новую X-образную инсталляцию, символизирующую линейку кроссоверов. А находимся мы на заводе BMW в Спартенберге, штат Южная Каролина. Именно тут и рождается вся линейка X5, откуда автомобили затем экспортируются по всему миру. Весь этот огромный комплекс у меня за спиной – это на минутку самый большой завод BMW в мире. Он по своим масштабам превосходит даже домашние предприятия компании в Германии. Да, вот такой любопытный факт. И снова возвращаемся к X5, нашему электромобилю, на корме которого красуется новый логотип X-Drive. А вот исполнение M-Performance внешне немного отличается от остальных. И это при том, что под капотом здесь всего лишь 6-цилиндровый двигатель. Посмотрите на те массивные, просто гигантские патрубки выхлопной системы в нижней части бампера. Так что для полиции фальшивого выхлопа работы здесь точно не найдется, все по-настоящему. Здесь мы видим шильдик M60E, это как раз плагин гибридная версия от подразделения M-Performance. Таким образом в линейке будет 3 M-версий. Заряженный подключаемый гибрид, мощный полностью электрический вариант, M-версия для AX5 и, наконец, классический M-Performance с чистокровным бензиновым двигателем V8. Последний единственный из этой троицы, которого сегодня нет на нашей презентации. В базовое оснащение новинки уже входит адаптивная подвеска. При заказе пакета M-Sport она получает более жесткие настройки для более спортивного характера управляемости. В качестве опции доступна адаптивная пневматическая подвеска. Для европейского рынка пневмоподвеска предлагается в пакете системы подруливания задней оси. Задние колеса поворачиваются на угол до 3,5 градусов в противоположную сторону относительно передних. А вот на рынке Северной Америки полноуправляемое шасси для обычных версий вообще недоступно. Его предложат только для моделей линейки M-Performance. Кроме того, для аккумуляторных электромобилей, подключаемых гибридов и модификаций M-Performance за доплату можно заказать еще и активную систему подавления кренов. А теперь давайте быстро переместимся в более спокойную студию, чтобы детально разобрать цифры и факты. Поговорим подробнее в том числе об X5, полностью электрической версии. Этот автомобиль перед нами крашен в цвет синий танзанит. Очень красивый, элегантный темно-синий цвет. Данный экземпляр оснащен не просто пакетом M-Sport, а расширенным пакетом M-Sport Pro. Его главная фишка в том, что рамка фирменной решетки радиатора здесь тоже затемнена. Это значит, что когда подсветка выключена, решетка становится абсолютно черной. Но сейчас вы снова можете видеть диодную контурную подсветку по периметру ноздрей и горизонтальную световую полосу. Что касается рисунка внутри самих фар, то эти новые X-образные элементы выполнены именно в таком стиле. Кстати, если вам не нравится эта светящаяся буква X, при заказе или через меню мультимедиа ее можно, так сказать, удалить. Тогда в оптике останутся только диагональные ламели. А вот указатели поворота и аварийная сигнализация в любом случае всегда будут вспыхивать именно в форме буквы X. Пакеты M-Sport и M-Sport Pro добавляют контрастный черный глянцевый элемент в нижней части бампера, в то время как в базовой версии эта зона выглядит иначе. Что касается других цветов кузова, они, конечно, тоже очень хороши. Нам лично очень нравится серый Бруклин от BMW. Пожалуй, если бы мы выбирали себе следующий BMW, то остановились бы именно на цвете Бруклин Грей. Длина автомобиля составляет 4 метра 99 сантиметров, 197 дюймов. То есть габариты остались практически такими же, как и у предшественника. Что касается колес, то здесь ситуация очень интересная. Доступны диски на 21, 22 и 23 дюйма. Те, что вы видите по центру, это 22-дюймовые колеса. И здесь есть важный нюанс, особенно критичный для владельцев электрического AX5. Как только вы выбираете 22 диаметр, автомобиль получает более широкие шины. Если в базе спереди идет ширина 255 мм, то здесь уже 275 мм, скачок сразу на 20 мм. А сзади прибавка в ширине составляет и вовсе 30 мм. Это ключевой момент для покупателей электромобиля. Если вы хотите получить максимально возможный запас хода, вам определенно стоит остаться на базовых 21-дюймовых колесах. Это не только сбережет заряд батареи, что критически важно для электрокаров, но и, разумеется, обеспечит чуть больше плавности хода и комфорта. Быстро переместимся к задней части кузова. Пакетом Sport и здесь щеголяет контрастными глянцево-черными элементами в нижней части бампера. К слову, у моделей линейки M-Performance графика задних фонарей немного отличается. Но у всех остальных версий она выглядит именно так, как вы видите сейчас. Шильдик X560 указывает на то, что перед нами электрическая модификация. Индекс 60 закреплен за этой силовой установкой, которая обеспечивает разгон с места до сотни за 4,6 секунды. Интересно, что изначально звучала цифра в 4,7 секунды, но инженеры в итоге смогли сделать машину еще немного быстрее. И обратите внимание на новый фирменный стиль для логотипа X-Drive. Раньше начертание выглядело иначе, а теперь для системы полного привода X-Drive применили, скажем так, более упрощенный и лаконичный дизайн. Теперь поговорим о технических характеристиках AX5. Полезная емкость батареи здесь составляет 141 кВт-час. Это финальные паспортные данные. Из аккумулятора удалось выжать чуть больше. На этапе первых закрытых показов в студиях
фигурировала цифра 140 кВт-часов. Как видите, финальные спецификации иногда дорабатываются прямо на ходу. Перейдем к переднему багажнику. Чтобы его открыть, замок нужно разблокировать дважды. Здесь нет возможности просто нажать на логотип или сделать что-то в этом духе, как у Mercedes. А жаль, это было бы круто, правда? Вместо этого обычное ручное открытие. Внутри нас встречает пластиковый кожух, украшенный еще одним аккуратным логотипом BMW. Качество отделки внутри этой ниши позже изменится. Перед нами по сути все еще предсерийный прототип. Сюда можно уложить зарядный кабель, но, честно говоря, больше особо ничего и не поместится. Так что в плане организации пространства во Франке, Mercedes, например, предлагает более продуманное решение. Теперь перейдем к зарядке. Инженерам удалось поднять максимальную мощность зарядки постоянным током до внушительных 460 кВт. Это, конечно, очень круто. Нажимаем сюда и открывается лючок зарядного порта. Перед нами спецификация для рынка США. В версиях для других рынков, например для европейского, этот разъем, как обычно, будет разделен на секции для переменного и постоянного тока. Зарядка переменным током здесь поддерживает мощность до 22 кВт уже в стандартном оснащении. Но самое интересное, это те самые 460 кВт на быстрых станциях. Восполнить заряд с 10 до 80% можно всего за 23 минуты. Для такой гигантской батареи емкостью 141 кВт-час это феноменальный результат. Что касается обещанного запаса хода. Официальный европейский цикл WLTP заявляет до 845 км. Однако мы понимаем, что эта цифра не совсем реалистична для повседневной трассы. Такой показатель достижим разве что в неспешном городском цикле движения. А вот американский цикл EPA прогнозирует куда более приземленные 435 миль, что переводится как 700 км. И вот эта цифра, как мне кажется, уже гораздо ближе к жизни. Если посмотреть на то, как другие электромобили проходят тесты EPA, то при движении по автомагистрали со скоростью около 100 км в час, 60 миль в час, они выдают схожую пропорцию. Разумеется, как только мы получим машину на полноценный длительный тест, мы проведем свои фирменные замеры запаса хода в реальных условиях. Но уже сейчас можно спрогнозировать, что при чистой езде по трассе мы гарантированно получим 600 с лишним километров, или более 400 миль на одном заряде. Для нового BMW X5 это отличный показатель. Похоже, перед нами настоящий геймченджер. Не только в классе больших кроссоверов, но и в сегменте тяжелых электромобилей в целом. Логика абсолютно понятна. Давайте разложим все по полочкам и внесем ясность в этот вопрос дверными ручками. На мировом примере, конечно же, разгорелась бурная дискуссия вокруг дверных ручек. При этом часть функций, связанных с дверями и стеклами, идет уже в базовой комплектации. Некоторые особенности привязаны к конкретным силовым агрегатам, а что-то доступно исключительно в качестве опций. Прежде всего, независимо от комплектации, вы всегда получаете дверные ручки, расположенные в верхней части двери у оконной линии. Идея похожа на новое решение Volvo X60, но конструктивно они отличаются. Полностью автоматические двери, которыми оснащен этот конкретный экземпляр, это дополнительная опция. Если у вас установлена эта система, вы можете просто нажать на кнопку с внешней стороны, это первый сценарий, повторное нажатие закроет дверь. Но вы также можете по старинке слегка потянуть ручку на себя, электроника поймет команду и сама распахнет двери. Наконец, открывать и закрывать их можно нажатием кнопки с салона, это тоже работает. Если же вы не закажете эту опцию автоматических дверей, и честно говоря, лично мне она не особо нужна, то вы просто тянете за ручку и открываете дверь вручную. Огромный плюс здесь в том, что в отличие от выдвижных ручек заподлицо, которые полностью прячутся в кузов, эти ручки всегда остаются на виду и доступны. Я все еще остаюсь фанатом старой доброй классики. Но если выбирать между убирающимися заподлицо элементами и этим решением, то вариант BMW, пожалуй, даже удобнее в повседневном использовании. Будем проверять на практике. Более того, на случай полного обесточивания автомобиля, здесь сохранена механическая логика. Если электрика умрет, вы сможете потянуть ручку с большим усилием, и замок откроется за счет физической тяги. Это важный нюанс безопасности. А вот что включено в стандартное оснащение абсолютно всех модификаций, так это доводчики дверей. Сейчас мне сложно показать их в действии, так как автоматика сама закрывает двери с определенным условием. Придется действовать очень аккуратно. Вот, посмотрите, на самом последнем сантиметре срабатывает плавный доводчик. Повторюсь, эта функция будет базовой для всех версий нового X5, даже если вы откажетесь от полностью автоматических дверей. А вот сейчас начинается самое интересное. И я давний фанат многослойных стекол, так называемого акустического остекления. И здесь они действительно есть. Посмотрите на переднее боковое стекло. Отчетливо видна его приличная толщина. Так, фокус поймали. Сработало? Отлично. Камера супер, но и оператор у нас, конечно, лучший в своем деле. И посмотрите назад. На заднем ряду точно такие же многослойные стекла. И теперь внимание. Двойное акустическое остекление идет в стандартном оснащении для полностью электрической версии, для подключаемого гибрида, а также для всех моделей линейки M-Performance, включая мощный гибрид, электроверсию и грядущий чистокровный бензиновый V8. Для всех этих модификаций акустика идет в базе. И это просто здорово.
Но что совсем не здорово, если вы выберете обычную чисто бензиновую или дизельную версию, то таких двойных стекол вы не получите. И это немного расстраивает. Мы сейчас находимся прямо на заводе, где собирают эти машины, и мне кажется, со стороны компании было бы гораздо логичнее и проще сделать двойные стекла стандартным оснащением абсолютно для всех версий без исключения. Логика маркетологов BMW, видимо, такова. Раз у вас под капотом классический ДВС, то в салоне и так будет слышен его рокот, а значит разницу вы особо не заметите. Но поверьте, на немецком автобане при движении на высокой скорости эту разницу вы еще как заметите. Кстати, не так давно я узнал еще один важный факт. Подобные многослойные стекла, помимо шума, эффективно блокируют UVA-лучи. В долгосрочной перспективе это банально полезнее для вашей кожи. Кроме того, они гораздо лучше защищают салон от нагрева, когда солнце светит сбоку. В общем, крайне полезная вещь со всех точек зрения. Теперь перейдем к отделке дверей и салона. Давайте заглянем внутрь. В данном исполнении карты двери получили стильные вставки из микрофибры, а вот блок управления стеклоподъемниками выполнен в довольно классическом стиле. Правда, здесь повсюду этот глянцевый черный пластик. И, как вы сами можете видеть, он моментально собирает отпечатки пальцев. Не самое практичное решение. Кроме того, на внутренних карманах дверей явно не хватает тканевой или фетровой отделки. На мой взгляд, она здесь просто необходима. Поскольку автомобиль оснащен пакетом M-Sport, на пороге нас встречает фирменная накладка с M-символикой. Внутри установлен руль M-Sport. Визуально он выглядит наиболее привычно, так как сохранил классические спицы. Однако в данном случае обод остался без перфораций. И самое странное, здесь снова использована натуральная кожа. На ощупь она далеко не такая мягкая и нежная, как эко-кожа веганца, которая идет на всех остальных вариантах рулевого колеса. Давайте разберемся. Чтобы у вас была полная картина по рулям. Доступен базовый черный руль, затем спортивный черный руль с перфорацией. Пожалуй, я бы выбрал именно его. Также есть эффектный белый руль без перфораций. И вот эти три варианта как раз обтянуты высококачественным веганским материалом веганца, который тактильно ощущается более мягким и приятным для кожи. А вот в пакете M-Sport почему-то установили руль из натуральной кожи с немного измененным дизайном. В моделях X3 и i3 абсолютно все рули теперь идут из материала веганца, а здесь они зачем-то снова пошли другим путем. И я не совсем понимаю почему. Что касается общего цветового оформления, перед нами роскошный коричневый оттенок тартуфа. В данном исполнении это натуральная кожа Merino, но при желании вы можете выбрать из огромного разнообразия полностью веганских интерьеров веганца. Прямо сейчас мы можем переместиться к другим автомобилям на улице и рассмотреть эти варианты поближе. Теперь перейдем к общему обзору кокпита. Главное место занимает центральный экран мультимедийной системы. В автомобильной среде было много споров на тему, нужно ли было делать его такой необычной формы с угловатым вырезом. Конечно, острой технической необходимости в этом не было, но с другой стороны бренд получил свое уникальное торговое предложение. Сейчас так много автопроизводителей просто устанавливают по центру огромные безликие планшеты, а на этом фоне интерьер BMW выглядит самобытно. В качестве опции доступен отдельный дисплей для переднего пассажира. Вы можете видеть его прямо перед глазами. Лично я бы себе такую опцию заказывать не стал. Примечательно, что с места водителя рассмотреть происходящее на пассажирском экране практически невозможно. Картинка для него как бы перекрывается особым защитным слоем, а прямо у основания лобового стекла расположилась инновационная система BMW Panoramic Vision. Показания приборов смещены дальше вперед, прямо фокус взгляда водителя на дорогу. И это великолепно. Настоящий триумф принципа форма следует за функцией. При желании в дополнение к этому можно заказать и классический 3D проекционный дисплей. Что касается самого рулевого колеса, кнопки на спицах с одной стороны весьма полезны. Например, через них очень удобно активировать функцию автоматической парковки, и эти индикаторы подсвечиваются только тогда, когда функция реально доступна. С другой стороны, тактильный отклик и визуальное оформление этих клавиш, скажем так, не самый мой любимый вариант исполнения. А вот что мне действительно показалось очень крутым, так это декоративная планка из настоящего природного сланца. На ощупь материал воспринимается потрясающе. Единственное, что в этом конкретном интерьере меня немного смутило и даже вызвало легкое раздражение, это сочетание двух разных оттенков коричневого цвета на микрофибре и натуральной коже. А теперь супер интересный момент. Перед нами сиденья, которые идут в стандартном оснащении с пакетом M-Sport. Логика комплектации здесь следующая. Базовое кресло называется Sport Seat. Именно их вы сейчас видите. Они имеют отличную ярко выраженную боковую поддержку. Обивка выполнена из так называемого материала веганца. Это полностью веганская эко-кожа премиального качества. Дополненная перфорация для пассивного охлаждения. Изюминка версии с пакетом M-Sport, стильные вставки из оригинальной алькантары в верхней части спинки. Выглядит здорово. Я только что пообщался с руководителем проекта, и он подтвердил важный нюанс. Глубина посадки в самой критичной зоне седалищных костей абсолютно одинакова как в базовых спортивных сиденьях, так и в опциональных многофункциональных. К слову, оба типа сидений можно заказать как в исполнении веганца, так и из натуральной кожи. Главное различие между креслами кроется именно в функционале. Регулировка коленной опоры в базовых спортсиденьях, длина подушки настраивается вручную, а в мультифункциональных с помощью электропривода.
Подголовники в базе они регулируются по высоте вручную. В топовых креслах также электроприводом. Базовые сиденья, как и руль, оснащены классическим зимним пакетом, подогрев. Но если вам нужна вентиляция и активное охлаждение сидений, вам придется выбрать мультифункциональные кресла. Все эти опции завязаны в единый пакет. Заказывая многофункциональные сиденья, вы автоматически получаете вентиляцию, электропривод коленной опоры и подголовников. Для меня электропривод подголовника не так важен, а вот вентиляция сидений – функция критически важная. При этом сами по себе базовые спорткресла великолепны. Они очень удобные и отлично подходят для дальних путешествий благодаря правильной геометрии посадки. То есть высокий уровень комфорта бренд гарантирует уже в базе. Радует и то, что веганский материал Veganza здесь действительно высочайшего качества. Лично я бы, скорее всего, присмотрелся к мультифункциональным креслам в отделке Veganza, чтобы получить заветную вентиляцию. На фоне недавних волн аномальной жары как в Европе, так и в Северной Америке, эта опция становится все более жизненно необходимой. А на азиатских рынках она и вовсе считается обязательным атрибутом роскоши. Любопытный факт. Южная Корея – это лидирующий рынок в мире по доле автомобилей, покупатели которых обращают внимание на наличие вентиляции сидений. Здорово, что BMW доказывает. Выбирая высококачественные экоматериалы вместо натуральной кожи, вам больше не нужно идти на компромиссы по опциям. Вы можете упаковать веганский салон по максимуму. Отличный шаг в сторону предоставления альтернативы. Здесь также важно отметить еще одну красиво выполненную деталь. Переднюю панель, которая полностью обтянута искусственной кожей Veganza, включая фирменную X-образную декоративную прострочку. Вся торпеда и внутренние верхние части дверей здесь также отделаны материалом Veganza. И если же вы выберете исполнение из натуральной кожи, то эти элементы будут выполнены из микрофибры. Большинство покупателей, скорее всего, выберет именно Veganza, потому что за ней банально проще ухаживать и поддерживать ее в чистоте. На мой взгляд, независимо от того, выберете ли вы темный салон, как здесь, или более светлый, этот материал визуально лучше сочетается с остальным интерьером. Когда у вас на панели грубая текстурированная поверхность, а на сиденьях мягкая, оттенки цвета из разницы фактур часто начинают плясать. Вы понимаете, о чем я. А вот Veganza везде смотрится абсолютно монолитно и однотонно, сделано на совесть. Главный посыл здесь в том, что вы можете смело выбирать базовые версии, либо, как поступит большинство, заказать пакетом спорт, и тогда салон будет выглядеть именно так, и с этим будет максимально комфортно жить. А с учетом того, что великолепный уровень комфорта посадки вы получаете уже в базовых сиденьях, единственным открытым вопросом для вас останется лишь то, нужна ли вам активная вентиляция или нет. Здесь мы видим еще одну вставку из того самого натурального сланца. Рядом расположился подстаканник с четырехточечной системой фиксации. Она намертво удерживает бутылки и термокружки в движении. Чуть дальше два разъема USB-C и беспроводная индукционная зарядная панель с поддержкой MagSafe. И что особенно важно, по всему периметру зарядного коврика проложено специальное охлаждающее кольцо. А вот перед нами спортивный руль в исполнении Veganza. Тот самый с необычными вертикальными спицами. Дизайн, конечно, довольно специфический и непривычный, но это единственный руль в линейке, который получил перфорацию в зоне хвата. За счет этого хват при вождении становится гораздо более надежным и спортивным. И пусть футуристичный дизайн этого руля мне не совсем близок, хотя к нему со временем привыкаешь. Сам веганский материал Veganza мне безумно нравится. К тому же геометрия обода здесь продумана отлично. Большие пальцы сами ложатся в правильные пазы, что позволяет идеально контролировать машину и буквально приучает водителя держать руки в правильном положении на 9,3 часа. Так что, скорее всего, для себя я бы выбрал именно такой руль. А теперь взгляните на сиденье Veganza. Это полностью веганское кресло в топовом многофункциональном исполнении. Как видите, материал Veganza здесь использован повсюду, причем в очень красивом светлом оттенке. Нажатием кнопки активируется электропривод, который плавно выдвигает или задвигает коленную опору. Что касается комфорта, в самой важной зоне седалищных костей, этот материал по ощущениям гораздо мягче и податливее, чем натуральная кожа. Сидеть здесь действительно приятней, нагрузка распределяется лучше. Пожалуй, это именно то кресло, на котором я бы остановил свой выбор. Здесь также установлена система активного охлаждения. Я уже включил ее и чувствую, как она работает. Правда, на мой взгляд, ее эффективность на всех сиденьях стоило бы сделать повыше. Я обязательно передам этот отзыв инженерам BMW. Да, вентилируется не передняя часть подушки, а вся центральная зона сидений и спинки. В общем, я считаю, что для нового X5 это самый удачный и предпочтительный вариант кресел. Выглядит отлично, ощущается великолепно. И пусть интенсивность могла бы быть повыше, здесь наконец-то есть вентиляция. И это действительно круто. И рассмотрим еще один вариант исполнения. Кузов этого автомобиля окрашен в оттенок зеленый Ванкувер. Перед нами базовая версия экстерьера из неокрашенного пластика. Однако интересным контрастом к базовому обвесу выступают установленные здесь самые огромные в линейке 23-дюймовые колесные диски. Перейдем к интерьеру. Кстати, у автоматических дверей есть датчик препятствий, поэтому они не распахнутся, если рядом что-то стоит. Ну вот, заходим внутрь.
Здесь нас снова встречает спортивное рулевое колесо из материала веганса, перфорация в зоне хвата. Сиденья тут тоже полностью выполнены из веганса. В отличие от версии M Sport, здесь нет вставок из алькантары в верхней части спинки. Кресло целиком и полностью обтянуты эко-кожей. По центру идет перфорация для пассивного охлаждения. Напомню, что активная вентиляция доступна исключительно при заказе многофункциональных кресел. На этом же экземпляре установлены базовые спортсиденья, поэтому регулировка длины подушки в нижней части здесь обычно механическая. Салон этого автомобиля выполнен в приятном коричневом цвете. Как видите, BMW предлагает действительно широкую палитру оттенков. А теперь перейдем к заднему ряду сидений. Здесь тоже скрывается много интересного. Насколько они мягкие на самом деле? Давайте проверим. Ого! Надо признать, комфорт сзади просто потрясающий. В том числе и в зоне седалищных костей. Обратите внимание, что подушка дивана имеет слегка изогнутую анатомическую форму. Визуально это выглядит немного непривычно, но сидеть невероятно удобно. В начале обзора мы как раз рассуждали о разнице между моделями AX3, AX5 и тем же Mercedes GLC. И уровень комфорта сзади – это как раз тот ключевой фактор, который отвечает на вопрос: зачем мне переплачивать за сегмент выше? Вот вам и весомая причина. На заднем ряду сидеть здесь намного удобнее. При этом места для ног тут не сказать, чтобы принципиально больше. Зато посмотрите, как грамотно сделаны выемки в спинках передних кресел. Задняя панель передних сидений выполнена из жесткого пластика, но это очень качественный дорогой пластик. Скажем так, который используется, например, в самых нижних частях дверных карт. Ощущается приятно. Да, для такого крупного автомобиля пространство для коленей здесь без избытка. Это правда. Но эти выемки спасают ситуацию. И надо сказать, для меня это критично. На выездных тестах за рулем часто сидит Лия, а я пересаживаюсь назад. Так банально безопаснее работать с ноутбуком, в случае чего перед вами нет раскрывающейся подушки безопасности. Запомните, никогда не работайте за ноутбуком на переднем пассажирском сиденье при включенном airbag, иначе при ударе он просто впечатает компьютер вам в лицо. Поэтому я обычно пишу тексты сзади. И во многих машинах это то еще испытание для спины. Но здесь BMW явно сделали огромный шаг вперед по сравнению с младшим сегментом. А если заказать машину на пневмоподвеске, то плавность хода сделает поездку еще приятнее. Повторюсь, глубина посадки и мягкость веганского материала веганса меня искренне удивили. И я действительно не ожидал, что сзади будет настолько уютно. Особенно если сравнивать новинку с прошлым поколением X5. И если вы спросите меня, в чем главное отличие от предшественника, то это как раз кардинально возросший комфорт для задних пассажиров. Очень интересный факт. Из приятных мелочей. Здесь есть механические солнцезащитные шторки на окнах. Они отлично справляются со своей задачей. По центру откидывается массивный подлокотник с уже знакомым нам подстаканником на 4 точки фиксации. Что касается регулировок самого дивана. Он зафиксирован в одном положении. Электропривода наклона спинки на этом экземпляре нет. Зато в нижней части центральной консоли для задних пассажиров предусмотрена еще одна индукционная беспроводная зарядка для смартфона. И тоже со специальным охлаждающим кольцом, что очень важно. Чуть выше расположены кнопки подогрева задних сидений и отдельный блок управления климат-контролем. Задние пассажиры справа и слева могут настраивать температуру индивидуально под себя. Ну и напоследок. Центральное посадочное место ожидаемо чуть более жесткое, но по запасу пространства здесь без проблем усядутся 5 взрослых. Места над головой, как вы можете видеть, более чем достаточно. А теперь заглянем в багажник. Объем багажного отделения у полностью электрического X5 составляет 655 литров, а у версии с классическим ДВС 650 литров. А вот у подключаемого гибрида из-за особенностей компоновки батареи на полу образуется небольшая ступенька, поэтому его объем скромнее – 525 литров. Сюда чемодан отлично помещается. Шторка багажника здесь самая обычная, с ручным сматыванием, но сделана добротно, а направляющая в этой части обеспечивает ее плавное скольжение. Перейдем к замерам. Ширина проема в самой широкой части составляет 1 метр 10 сантиметров. Багажник действительно очень широкий, и это, к примеру, сразу выгодно отличать новинку от младшего AX3. Длина пола в стандартном положении 1 метр 5 сантиметров. Версия с традиционным ДВС, фальшпол можно поднять и зафиксировать. Под ним скрывается глубокая ниша. К слову, у электрического X5 под полом тоже сохранили немного свободного пространства. Судя по размерам этого подполья, туда вполне можно попробовать уместить запасное колесо, докатку. И очень круто, что крышка фальшпола здесь сама удерживается в открытом положении с помощью встроенного амортизатора. Кнопки дистанционного складывания заднего ряда из багажника, увы, не предусмотрено. Высота проема составляет 74 сантиметра. А если сложить сиденье второго ряда, то общая полезная длина до спинок передних кресел достигает внушительных 1 метра 90 сантиметров. Начнем наш тест-драйв с бензиновой версии. Под капотом здесь установлена 3-литровая рядная шестерка. Переводим машину в режим спорт и ускоряемся с 30 до 45 миль в час. Вот так, это было быстро. Благодаря мощности в 400 лошадиных сил, разгон с 0 до 100 км в час занимает всего 5,3 секунды. В движении мы попытаемся поднять главную вещь. Насколько сильно этот автомобиль отличается от предыдущего поколения X5.
Мы прекрасно знаем этот мотор, но к новой генерации инженеры его заметно модернизировали. Разумеется, здесь применили совершенно иную подвеску, новые мосты переработали всю геометрию. Наш тестовый экземпляр оснащен пневматической подвеской. В спортивном режиме электроника автоматически зажимает ее, делая настройки шасси более собранными и подтянутыми. Все это работает в тандеме с 22-дюймовыми колесами. Напомню, они идут с увеличенной шириной профиля, а грядущие 23-е диски получат еще и другой диаметр шин. Чуть позже проверим, как поедут они. Пока мы движемся по относительно ровному покрытию. Спортивные настройки подвески активированы, но плавность хода остается на уровне. Никакой избыточной тряски. Давайте выполним резкое перестроение, посмотрим, как поведет себя кузов, будет ли раскачка. Машина держится невероятно стабильно. Рулевое управление тоже подверглось серьезной тонкой настройке. Это классное фамильное ощущение, точно о рулежке мы уже знаем. Например, по переходу от бензинового X3 к электрическому AX3. Здесь руль стал еще чуточку точнее и отзывчивее. Что мне особенно нравится, так это работа с профилями движения. Перейдем в индивидуальный режим, для меня, как и для многих из вас. Я знаю, вы часто спрашивали об этом в комментариях, критически важна возможность гибкой настройки. Теперь я могу зайти в меню и выставить параметры подвески на комфорт, это доступно как для базовой пружины, так и для пневмоподвески. А вот рулевое управление при этом перевести в режим спорт. В итоге в спортивных настройках руля я получаю более плотную обратную связь. Пропадает ощущение, будто ты вращаешь баранку в пустом пространстве. Посмотрим, как изменилось поведение. Подвеска стала мягче, но при этом машина слушается малейшего движения. Нам куда? Направо? Налево, налево. Понял, ухожу налево. Да, сейчас мы выезжаем на наш тестовый маршрут. Напомню, перед нами все еще прототип. На заднем сиденье с нами едет инженер-испытатель. Алия, как обычно, заняла переднее пассажирское кресло. Совсем скоро впереди будет следующий поворот. В движении сразу отмечаешь очень мягкое прогрессивное торможение и то, как плавно трансмиссия скидывает передачи вниз. Для меня это всегда критически важный момент в машинах с ДВС. Знаете, бывают такие настройки, когда ты подкатываешь к красному сигналу светофора, сбрасываешь скорость, и коробка начинает неприятно пихаться. Здесь ничего подобного нет и близко. Для меня крайне важно получать это ощущение абсолютной плавности от классического мотора. С такими гибкими настройками профилей в этой машине уживутся двое водителей с совершенно разными предпочтениями. Например, Лия наверняка выбрала бы легкий и комфортный руль, а я предпочитаю спортивный с плотным усилием. При этом подвеску я бы все равно оставил в режиме комфорт. Как только переводишь шасси в спорт, разница ощущается моментально. Кузов начинает в деталях повторять профиль дороги, вы буквально спиной чувствуете каждую мелкую неровность и микропрофиль асфальта. Плавность хода становится чуть жестче. Но такой режим будет очень кстати где-нибудь на серпантинах в Альпах. Вспомните наши недавние тесты. Электрический AX3 всегда ощущается по-спортивному подтянутым, потому что у него нет пневмоподвески, а его конкурент Mercedes GLC EQ оснащен пневмой. Он великолепно и непоколебимо идет по прямой, но как только мы заезжали на горные перевалы, пассажирам Mercedes становилось не так комфортно из-за излишней раскачки, в то время как плотный X3 держался молодцом. Здесь же в новом X5 у вас наконец-то есть гибкость, вы можете сами зажать подвеску в спорт. Да, в Mercedes GLC EQ тоже можно выбрать спортивные настройки, но мерседесовская пневмоподвеска изначально настроена на более вальяжное плавающее перемещение в пространстве, в то время как пневматика BMW даже в комфортном режиме сохраняет легкий спортивный тонус. В общем, со всеми этими калибровками действительно интересно играть, чтобы в итоге собрать свой идеальный персональный режим. Как ощущение у Лии на пассажирском кресле. Когда я прохожу вираж в комфортных настройках подвески, все хорошо? Да, отлично. Вот в этом-то и фишка. Пусть здесь нет ощущений перины или полета над дорогой, но для пассажира это даже плюс. Когда пневмоподвеска не допускает лишней дряблости и раскачки, в поворотах банально меньше укачивает. Давайте попробую немного покачать машину из стороны в сторону, вот так, резко вправо, влево, вправо-влево. К счастью, в этот раз прохожие вокруг не подумают, что я сошел с ума, потому что кузов автомобиля плотно укутан в заводской камуфляж прототипа. Люди сразу понимают, о, парень впереди явно проводит какие-то заводские испытания. А то обычно, когда я тестирую уже серийные машины и начинаю выполнять подобные маневры. К слову, безопасность для меня всегда на первом месте. Я никогда не создаю аварийных ситуаций. Но со стороны мои действия могут показаться странными. С камуфляжем же вопросы отпадают сами собой. И надо признать, оба режима подвески работают на ура. В зависимости от того, что вам ближе. Даже когда я сейчас активно качаю рулем вправо-влево, кузов моментально стабилизируется и ведет себя очень собрано. И самое забавное. Инженерам удалось уместить все эти абсолютно разные типы силовых агрегатов в один кузов. И в движении это подсознательно чувствуется. Версия с классическим ДВС, наша бензиновая шестерка, ожидаемо кажется самой легкой в линейке. Она примерно на 400-500 кг легче, чем полностью электрический AX5. Скоро мы пересядем в электромобиль и проверим, насколько сильно ощущается эта разница. Но что я могу сказать уже сейчас? Этот бензиновый кроссовер по своему характеру стал ехать гораздо больше похоже на электромобиль, чем раньше. Я говорю об этом исключительно в позитивном ключе. Я имею в виду потрясающую плавность хода. Ведь, как обычно бывает со многими машинами, ты садишься в электроверсию и кайфуешь от того, насколько плавно она разгоняется и замедляется.
По крайней мере, если ты умеешь правильно дозировать усилия и не втаптываешь педаль в пол при каждом удобном случае. А традиционные версии с ДВС на их фоне кажутся какими-то дерганными, грубыми и слишком олдскульными. Но здесь, в сравнении с прошлым поколением X5, ты отчетливо чувствуешь, насколько сильно возросла изысканность манер. Сами процессы набора скорости и торможения стали на порядок линейнее и мягче. Кстати, щелкать этим новым селектором поворотников – отдельное тактильное удовольствие. Рулить машиной стало однозначно интересней, да и то, как мотор отдает мощность, настраивает на азартный лад. Инженеры перенастроили систему полного привода X-Drive, особенно логику того, как автомобиль буквально выстреливает из поворотов. Здесь по-прежнему отчетливо доминирует классический заднеприводный характер. Приятно, что в BMW сохранили эту философию, ведь сейчас многие производители постепенно отказываются от традиционных систем честного полного привода, даже на бензиновых моделях, отчасти из-за жестких экологических норм, отчасти из-за перехода на новые электронные компоненты. А здесь ты выходишь из виража и четко ощущаешь, как основные ньютон-метры приходят именно на заднюю ось. Нам повезло с наглядным сравнением. Последние несколько дней мы передвигались на огромном X7, а буквально перед этим, пока наш личный X3 стоял на плановом обслуживании в сервисе, нам выдали в качестве подменного автомобиля X5 предыдущего поколения. Так что свежие впечатления еще очень живы в память. Это новая генерация в дизайне класса, ощущается гораздо более рафинированной и, если хотите, непоколебимой на дороге. Я очень люблю использовать в таких случаях термин «суверенная». Машина едет невероятно монолитно и плотно. Именно это я имею в виду, когда говорю, что она стала напоминать электромобиль. А вовсе не то, что она потеряла свой характер. О, посмотрите на встречную полосу. Красавец Jaguar XK8. Это, кстати, один из моих самых любимых автомобилей из прошлого. И одна из главных причин, почему я вообще когда-то стал заядлым автоэнтузиастом. Но вернемся к нашему X5. Вот, например, в этом пологом правом повороте я идеально чувствую траекторию и абсолютно контролирую ситуацию. Машина не зажата до такой степени, чтобы доставлять дискомфорт при каждодневной езде. Но вовлекать в процесс управления она однозначно сильнее, чем подавляющее большинство современных кроссоверов в этом классе. Я только что пообщался с инженерами, и они подтвердили. Одной из главных целей при разработке было сделать так, чтобы на ходу машина ощущалась компактнее, чем она есть на самом деле. И я считаю, у них получилось. Не знаю, как это выглядит со стороны Лии, но по ощущениям в кокпите по отклику на руль, все это очень напоминает наш iX3. Если бы ты сейчас закрыла глаза и ориентировалась только по повадкам и движениям кузова, смогла бы ты сходу определить, едешь ты в iX3, обычном X5 или электрическом iX5? Нет, вообще никак. Вот в этом-то и фокус. Как правило, когда вы пересаживаетесь в автомобиль сегмента выше, вы моментально считываете это. Ага, это крупная тяжелая машина. Да, в ней больше роскоши, но она ощущается громоздкой. Конечно, если столкнуть их лоб в лоб в очень крутых виражах, а X3 все равно окажется юрче и маневренней. Но если между поездками на этих машинах пройдет неделя-две, разницу уловить будет сложно. Особенно ярко это контрастирует с нашими сегодняшними впечатлениями. Буквально пару часов назад мы рулили огромным X7, построенным на той же платформе, а затем пересели в прошлый X5. И новинка на их фоне действительно воспринимается легкой, поджарой и при этом невероятно расслабляющей. Ведь когда у шасси есть классный спортивный потенциал и отзывчивость, вам совершенно не обязательно постоянно использовать их на максимум. И если ехать спокойно, машина будто растворяется вокруг тебя и не требует лишних усилий. Здесь так тихо. Да, в салоне действительно очень тихо. И это при том, что на нашей бензиновой версии, как мы уже выяснили, нет двойных акустических стекол. Да, нету. Все подтверждается. Надо признать, даже стандартные стекла здесь сами по себе довольно толстые. Совсем скоро мы выйдем на автомагистраль и проверим их на высокой скорости. Но раз уж в салоне настолько комфортно без специального звукоизолирующего слоя, мне искренне не терпится поскорее пересесть в электрический X5 и оценить разницу с полноценным акустическим остеклением. Рокота самого двигателя здесь в обычном режиме почти не слышно, он подает голос, только когда вы хорошенько прожимаете педаль газа. И я все еще задаюсь вопросом, почему маркетологи пожалели многослойные стекла для версии с ДВС? Для классического мотора это был бы отличный сценарий применения. Но по крайней мере констатируем факт, даже без этой опции внутри очень тихо. О, вы только посмотрите, какая потрясающая живописная дорога открывается перед нами. Красота, правда? Да, это действительно сплошное удовольствие. И это вновь возвращает нас к разговору о том, какую машину нам выбирать следующей, когда закончится лизинг на наш подключаемый гибрид X3. Ну вы понимаете, о чем я. Лия сразу заулыбалась. Все знают, что Лия у нас преданный фанат Mercedes GLC EQ. Да, это так. Выбор предстоит сложный, очень сложный. Конечно, мы рассматривали и новый X3, но этот X5 за счет своей ковер-самолет в виде пневмоподвески предлагает совершенно другой уровень, верно? Земля и небо по сравнению с тем же iX3. А в будущем, возможно, и на X3 подвеску подтянут. И не забывай про вентиляцию сидений. О да, вентиляция сидений. Она здесь, конечно, есть. Правда, мне кажется, ей слегка не хватает мощности. Сейчас у нас выставлен второй уровень, зато вентиляторы работают тихо и не утомляют слух. Давайте попробуем включить максимальный третий уровень. Дело в том, что в прошлых поколениях X5 и X7 охлаждение кресел тоже не отличалось особой эффективностью. Это точно. На уровне Audi Q7, пожалуй. В Audi с этим кажется все еще хуже.
Но штука в том, что все эти новые китайские бренды делают вентиляцию по принципу. Сейчас мы буквально выдаем вас из кресла. И знаете, на фоне недавних волн аномальной жары в Европе и Штатах, это было бы очень кстати. Сейчас. На третьей скорости прохлада ощущается чуть заметнее. Но для по-настоящему жарких дней производительной системы явно можно было бы сделать повыше. Впрочем, здорово, что она здесь вообще есть. Ведь в нашем нынешнем X3 ее, к сожалению, нет. Ой, а вот это было интересно. Как же хорошо иметь отзывчивый и маневренный автомобиль. Можно моментально среагировать, когда кто-то внезапно решает покосить газон прямо у края проезжей части. Да уж, подобные сюрпризы происходят всегда именно тогда, когда мы пишем видео вживую для канала, это классика. Резюмирую, я получаю колоссальное удовольствие от поездки на этом абсолютно новом X5. Теперь мне безумно интересно пересесть в полностью электрический X5 и сравнить их между собой. Ну и конечно, впереди нас ждет полноценный тест на автобане. А теперь пришло время пересесть за руль полностью электрического AX5. Переводим настройки в режим спорт. О, боковая поддержка кресел тут же плотно зажала валики, подстраиваясь под динамичную езду. Сейчас мы едем на мультифункциональных сиденьях с отделкой веганцы. И они действительно ощущаются гораздо мягче и комфортнее в зоне седалищных костей. Дорога впереди свободна. Давайте попробуем сделать замер от 0 до 40 миль в час. Поехали. Всем держаться. Электромоторы в спортивном режиме – это нечто. Паспортный разгон до сотни здесь занимает всего 4,6 секунды. Полную динамику мы сейчас проверять не будем, но промежуточный рывок. Вот и все. Буквально мгновение, и на спидометре уже 40 миль в час, около 60 км в час. Что сказать, динамики тут более чем достаточно. Да, мы знаем, что тот же Mercedes GLC Q в некоторых исполнениях может быть еще быстрее. Но объективно, больше мощности в реальной жизни вам просто не нужно. В режиме спорт все узлы автомобиля мобилизованы. Но, как и в бензиновой версии, здесь можно собрать свой индивидуальный профиль. Заходим в меню и проделываем то же самое. Подвеску переводим в комфорт, а рулевое управление в спорт. По ощущениям на руле получается очень похоже на DVS-версию. Этот экземпляр X5 точно так же оснащен пневмоподвеской и обут в 22-дюймовые колеса. Поэтому мне очень интересно, насколько сильно изменится плавность хода и почувствуем ли мы лишний вес электромобиля в поворотах. Пока на прямой разница в массе не ощущается. Но давайте дождемся серии хороших виражей. Мягкая остановка. Да, Лия очень точно подметила. Мягкая остановка – это когда автомобиль замедляется до полного нуля не за счет классических тормозных колодок, а исключительно за счет рекуперации электромотора. В обычном режиме D, если полностью отпустить педаль тормоза, машина начинает медленно катиться вперед, эффект ползущего режима. Но если я переведу селектор в положение B, то активируется режим управления одной педалью. В нем рекуперация работает на максимум, позволяя останавливать машину до нуля без использования тормоза. Конечно, настроить интенсивность рекуперации можно и в режиме D через центральное меню. Зайти в настройки и выставить уровень D-High, замедление будет мощным, но до полной остановки машина сама не затормозит. Никаких подрулевых лепестков здесь нет. Все управление завязано на мультимедиа. Лично я один раз выставил для себя минимальный уровень рекуперации D-Low, так поведение машины максимально напоминает привычный автомобиль с DVS, а всю остальную интенсивность я уже дозирую обычно педалью тормоза. И надо сказать, в обоих режимах добиться той самой идеальной мягкой остановки можно без малейших проблем. Посмотрите, мы сейчас едем в плотном потоке. Вокруг нас идут огромные фуры и грузовики, скорость примерно под 50 миль в час, около 80 км в час. При этом в салоне стоит какая-то звенящая, практически абсолютная тишина. Все потому, что в этом электромобиле, как мы помним по статичному обзору, установлены полноценные двойные акустические стекла с дополнительным ламинированием. Причем как спереди, так и сзади. Не забывайте, что мы все еще управляем предсерийным прототипом. Поэтому некоторые элементы интерьера до сих пор скрыты под защитными накладками. Давай попробуем выехать на автомагистраль. О да, отличная идея, давай выйдем на шоссе. На электромобиле это будет даже интересней. Заодно чуть позже оценим реальный расход энергии. Знаете, в салоне действительно невероятно тихо. На следующем перекрестке, а нет, дальше, да, направо. Все, уходим сюда. Еще когда мы ехали на бензиновой версии без акустических стекол, мы удивлялись. Как инженерам удалось добиться такой изоляции? Как это вообще возможно? Что в машине без двойных стекол стоит такая глухая тишина? И мы раскопали кое-что очень интересное. Эксклюзивную информацию специально для зрителей канала. Илья, поищи, пожалуйста, эту настройку в меню мультимедиа, а я пока сосредоточусь на дороге. Тут как раз рядом полиция стоит. В общем, в этой машине есть система активного шумоподавления. На самом деле, круто здесь даже не это. Помните, недавно на тесте Volvo X60 мы спорили, что там шумодав работает настолько агрессивно, что у чувствительных людей от этого неестественного давления начинают закладывать уши и болеть голова. Так вот, в BMW эту функцию можно принудительно включить или выключить через меню по вашему желанию. И, во-первых,
Сам алгоритм здесь работает далеко не так экстремально, как в Volvo. В EX60 у меня было четкое ощущение, будто кто-то приставил к моим ушам вакуумный насос и откачивает воздух. В X5 же тишина воспринимается очень естественно и приятно. Похожие ощущения были в Volvo X90 или Polestar 3, там система тоже работает мягко. Я всегда задавался вопросом и даже напрямую спрашивал у инженеров Volvo и Polestar. Ребята, ну раз это чисто программная фишка, почему просто не добавить обычную кнопку отключения для тех, кому от нее некомфортно? К счастью, в BMW до этого додумались. Вы можете сами решать, нужна она вам или нет. Мне кажется, я все-таки улавливаю ее работу. Давайте попробуем ее отключить. Конечно, эффект сильно зависит от скорости. Честно говоря, в машине тихо в обоих случаях. Но поскольку я очень чувствителен к таким вещам, я, пожалуй, едва заметно ощущаю разницу. Ну вот, я ее выключила. Знаете, скажу честно, поскольку в электромобиле, подключаемом гибриде и версиях M-Performance и без того всегда идут толстые акустические стекла, лично я бы эту электронную систему шумоподавления, скорее всего, просто выключил. Без нее моим ушам как-то привычней. Они чувствуют себя более естественно и свободно. Но опять же, это актуально только для таких сверхчувствительных людей, как я. Илья вон уже вовсю подшучивает надо мной. Ну и ладно, я не обижаюсь. Ты сама-то чувствуешь разницу? Нет, вообще никакой. Нет? Ну вот, а теперь я снова активирую. Наверное, нам стоит как-нибудь провести слепой тест прямо на ходу. В следующий раз я сяду на пассажирское кресло, закрою глаза, а ты будешь что включать, то выключать шумодав, а я попробую угадать. Как вам идея? Пишите в комментариях. Сейчас система активна. И знаете, на малых скоростях я бы точно ее отключал. Но вот теперь, когда мы разогнались до 60 миль в час, около 100 км в час, я чувствую, что она работает в тему и реально помогает убирать гул от дороги. Похоже, я буду тем самым водителем, который постоянно клацает эту кнопку туда-сюда. Но в данный момент в салоне феноменально тихо. Круто работает как пассивная шумоизоляция кузова, так и активная электроника. И сам процесс вождения оставляет очень приятное, текучее ощущение. И что забавно, из-за того, что бензиновая версия тоже ехала невероятно плавно, вы практически не ощущаете глобальной разницы в повадках между этими типами приводов. В принципе, инженеры этого и добивались. Функция автопилот без рук уже работает. Можно проверять. Давайте попробуем. Посмотрим, активировался ли ассистент движения. Ну вот, процесс пошел. Ура! Пожалуй, это лучшая опция в машине. То есть, серьезно. Погодите секунду, я могу... Да, я просто... Это тоже очень важная штука. Как они ее называют? Кооперативное вождение, кажется. Или симбиотическое управление. Да, точно. Симбиотический привод. Именно так ее крестил отдел маркетинга BMW. Но что конкретно они имеют в виду под этим понятием? В подобных дорожных сценариях у вас активированы все электронные помощники, и вдруг вы решаете самостоятельно совершить маневр. В обычных машинах вам приходится с усилием преодолевать сопротивление руля, буквально срывая автопилот, либо электроника начинает упираться и ругаться, что не хочет отдавать управление. Здесь же переход происходит абсолютно бесшовно. Система мягко понимает, что вы взяли инициативу в свои руки, вы плавно совершаете маневр, и электроника также незаметно и плавно заново подхватывает ведение машин по полосе. ведение машины по полосе. На сегодняшний день столь деликатная логика взаимодействия реализована только у BMW. Посмотрим, как... Да, выглядит и работает это безупречно. Настоящее триумфальное исполнение. А главное, как это разгружает дороги. Мы детально тестировали этот комплекс на X3 во время долгих поездок по автомагистралям. Можно полностью расслабить плечи, опустить руки на колени и просто отдыхать. В дальнем путешествии это невероятно помогает. Давай переключим экран на панель приборов Томаса. Панель приборов. Мы, конечно, можем вывести данные. А заодно позволить машине самой. Да, вот так. Там впереди еще один поворот. Ага, вижу, отлично. Кстати, функция автоматического перестроения по полосам здесь тоже отработана великолепно, вообще без нареканий. Причем активировать маневр можно просто взглядом в соответствующее боковое зеркало. Машина считает движение глаз и сама перестроится. В этом компоненте баварцы сейчас заметно опережают своих конкурентов.
У них получилась, пожалуй, самая плавная и человекоподобная интеграция ассистентов вождения на рынке. Да и сама функция автопилота на скоростях вплоть до 130 км в час работает настолько безукоризненно, насколько это вообще возможно. Очень крутая технология. И пока что итог такой. Электрический AX5 едет приятнее, чем бензиновый, да? Ли уверяет, что электромобиль AX5 управляется интереснее и правильнее классической версии. В каком смысле? Ну, не знаю, как будто еще мягче и более цельно. Вообще, AX5 заметно тяжелее. И, возможно, именно эта внушительная прибавка в весе дает кузову дополнительную монументальность и непоколебимость на прямой. Конечно, в очень крутых шпильках лишняя масса обязательно даст о себе знать. Если бы мы выкатили эту машину на гоночный трек, там вес решил бы все не в пользу батарейной версии. Но здесь на загородной трассе. И в салоне еще тише. Да, внутри действительно тише. Но тут физика другая. Сказываются те самые двойные ламинированные стекла. К тому же сейчас активна система электронного шумоподавления. Невероятно. Мы шпилим по автомагистрали на скорости 60 миль в час, около 100 км в час, а по ощущениям, будто я просто неспешно разворачиваюсь на парковке супермаркета. Полная изоляция от внешнего мира. И раз уж все эти ассистенты вождения работают настолько интеллигентно, у меня буквально сами чешутся рук включать их при первой же возможности. Пожалуй, это единственный автомобиль наряду с X3 и может быть большим кроссовером AX, где я вообще не выключаю автопилот. Обычно в других машинах я предпочитаю рулить сам. Или когда мы тестируем систему автономного вождения у конкурентов, или через 5 минут не выдерживает. Так, Томас, хорош. Выключай эту дерганину и веди машину сам. У тебя это получается гораздо плавнее. Но этот новый комплекс помощи водителю от BMW пока единственный на моей памяти, про который Лия говорит: можешь оставлять, мне абсолютно комфортно, и я полностью доверяю действиям машины. Это действительно показатель. На пассажирском кресле можно наконец-то расслабиться. Да и многофункциональное кресло гиганта за счет своей податливой структуры предлагает более глубокую и мягкую посадку. Так что записываем в копилку еще одно наблюдение. Комфорта здесь еще больше. Ох, как же я, кстати, не люблю эти американские зеркала заднего вида. Все эти их дурацкие стандарты сертификации, они слишком сильно приближают картинку. Европейские зеркала дают куда более панорамный и честный обзор, по крайней мере со стороны водителя. А в американских спецификациях эти вечные надписи на пассажирской стороне. Объекты в зеркале ближе, чем кажутся. Это постоянно немного дезориентирует. Впрочем, в каждой стране свои странные законы. В Европе, например, куда более жесткие и суровые требования к оптике, когда речь заходит о светящихся логотипах на решетке радиатора. Зато в США свои заморочки и ограничения по работе адаптивного матричного дальнего света. Безумие какое-то. Неужели весь мир не может просто сесть и договориться об одном и едином стандарте для автомобилей? Видимо, геополитика и бюрократия этого никогда не позволят. Но здесь и сейчас это абсолютный кайф. Потрясающая плавность и тишина, сотканная из крутой пассивной изоляции, умного шумодава и того, как деликатно работают электронные помощники. Никаких хаотичных или резких подруливаний влево-вправо, машина ведет себя как опытный и очень аккуратный водитель. Ты просто отдаешь ей управление и наслаждаешься процессом. При этом, если вам вдруг захочется похулиганить, AX5 может быть очень азартным. Лавина крутящего момента выдается мгновенно и взрывно. И в то же время, благодаря идеальной калибровке педалей тормоза и прогнозируемой рекуперации, вы можете управлять этим тяжелым электромобилем ювелирно и плавно. Это, кстати, вечная проблема на автомобильных презентациях. Когда вас возят на электрических шаттлах наемные водители, которые впервые сели за руль электрички, их рваная езда в режиме разгон-торможения быстро приводит к тому, что пассажиров сзади банально начинает укачивать. Но в этом AX5, несмотря на его габариты, массу и статус, вы можете настроить и дозировать каждое движение с аптекарской точностью. Я просто поверить не могу. Мимо нас сейчас проносятся встречные машины, а мы их вообще не слышим. Приходится крутить головой и буквально искать глазами попутный транспорт, потому что на слух определить его появление в соседнем ряду просто невозможно. Феноменальная шумоизоляция. А теперь самое интересное и долгожданное. Тест на экономичность и замер реального запаса хода для электрического X5 в сегодняшних условиях. Нам сегодня невероятно повезло с погодой. Условия для электромобиля буквально тепличные и максимально приближенные к идеалу. За бортом 35 градусов Цельсия, 95 Фаренгейта, и для электрички это настоящая благодать. Почему? Во-первых, при такой жаре воздух становится более разреженным, а значит падает аэродинамическое сопротивление кузова. Во-вторых, батарее вообще не нужно тратить энергию на прогрев. Да и охлаждение при размеренном темпе не забирает много ресурсов. Климат-контроль, конечно, работает на охлаждение салона, но его аппетиты несопоставимы с тем, сколько киловатт уходит на обогрев зимой. Мы выехали на магистраль, зафиксировали скорость на отметке 60 миль в час, около 100 км в час, и получили результат, который превзошел все наши ожидания. Результат замера составил 18 кВт-часов на 100 км, или 3,45 мили на 1 кВт-час. С учетом того, что под полом этого гиганта установлена просто колоссальная батарея емкостью 141 кВт-час, полезный объем, чистая математика выдает нам ошеломляющий результат. 141 кВт-час делим на расход 18 кВт-часов и получаем примерно 783 км. В реальных условиях, без всяких маркетинговых уловок и бумажных обещаний, этот кроссовер способен проехать 780 км. Почти 490 миль на одном заряде. Это даже выше официального паспортного показателя EPA, который заявляет около 435 миль. Понятно, что это идеальный сценарий. И если поехать быстрее, или если температура упадет, расход вырастет, а запас хода просядет. Но такой запас прочности означает, что даже в обычную прохладную погоду машина играючи подтвердит свои паспортные цифры EPA.
Конечно, нам еще предстоит выгнать AX5 на его родину, безлимитный немецкий автобан, и посмотреть, что произойдет с батареей на скоростях в 130-140 км в час, 80-90 миль в час. Там расход будет совершенно другим. Но даже с его учетом, AX5 уедет гораздо дальше, чем абсолютно большинство современных электромобилей на рынке. С таким запасом хода полностью меняется сама философия владения электрокаром. Вам по сути становится наплевать, насколько быстро он заряжается на публичных станциях. Хотя архитектура иной класса на 800 вольт здесь переваривает безумные 460 киловатт. Переходим к финансовой части. И здесь нас ждет очень любопытная картина, особенно при сравнении американского и европейского рынка. В США цены традиционно указываются без учета налогов, из-за чего в лоб сравнивать их с европейскими тяжело. К тому же автомобили в Штатах исторически обходятся дешевле. Для нового поколения X5 начальная стоимость чистой бензиновой версии стартует с отметки в 72 тысячи долларов, в то время как полностью электрический X5 обойдется минимум в 80 тысяч долларов. И если мы перенесемся в Европу, а именно на рынок Германии, то там цены на дизельную модификацию начинаются от 95 тысяч евро. Но это уже с учетом бензиновый вариант обойдется чуть меньше 100 тысяч евро, а вот электрический X5 перешагивает эту отметку и стоит чуть больше 100 тысяч евро. Последний факт является критическим для немецкого рынка, поскольку в Германии действуют особые правила льготного налогообложения служебных машин, и преодоление этого ценового порога лишает покупателей определенных налоговых преференций. Это тот важный нюанс, который мы наверняка еще подробно обсудим с нашими немецкими коллегами. Главный плюс этого поколения заключается в том, что оно уже в базовой комплектации предлагает гораздо больше стандартного оборудования по сравнению с предшественником. Если раньше конфигуратор позволял легко удвоить начальную стоимость машины за счет опций, то теперь, чтобы собрать максимально упакованный автомобиль, вам придется докинуть сверху не более 20 тысяч евро. Таким образом, разрыв между базовой версией и топ-комплектацией стал значительно меньше. В итоге полностью укомплектованный кроссовер обойдется примерно в 100 тысяч долларов США или в районе 120 тысяч евро по прайс-листу в Европе. Безусловно, это далеко не дешевый автомобиль, но он полностью оправдывает свою стоимость, предлагая гораздо более высокий уровень роскоши, чем младший X3 или X3. Здесь вы получаете полноценную пневмоподвеску, подрулевающую заднюю ось, двойные ламинированные стекла, вентиляцию сидений и множество других премиальных фишек. Если же сравнивать новинку с линейкой Mercedes GLC или GLC EQ, то баварский кроссовер за счет своих габаритов и оснащения заходит на ступеньку выше, что разумеется отражается и на его более высокой цене. Нам будет очень интересно понаблюдать за этим противостоянием разных сегментов и автопроизводителей. И мы обязательно продолжим держать вас в курсе всех событий в наших следующих видео. Огромное спасибо, что уделили время нашему обзору. Передаем самое теплое приветствие всем зрителям, особенно нашим друзьям из США, где мы записали этот выпуск прямо накануне главного государственного праздника. С Днем независимости вас с 4 июля.